День 1595. Алекс на связи. Очень давно думаю, как сделать умный дом отчуждаемым. Наверное, с самого начала. То есть это имеется в виду, что как сделать так, чтобы если, например, я решил продать квартиру или я, например, решил ее сдавать в аренду, что делать со всеми системами умного дома. То есть бежать и ставить, покупать самые дешевые выключатели и менять их, или менять разные светильники. Понятно, что новый хозяин может захотеть переделать полностью ремонт в квартире, и понятно, что здесь уже можно не заморачиваться и, в принципе, либо все снять и продать так, но, наверное, тоже не очень понятно, как показывать, например, квартиру, если в ней просто свет никакой не включается. Но если все-таки, например, сдавать квартиру в аренду, то тогда получается, что нужно побежать в магазин, купить самые дешевые выключатели или какие-нибудь другие, или найти старые, которые были, и их поставить и отключить все системы умного дома. Например, у меня были такие выключатели, но они были хорошие, от хорошей фирмы, но реально второй раз их не установить, у них все механизмы развалились и рассохлись там за какие-то 5 лет эксплуатации, пока они стояли. Не знаю вообще, о чем думают производители умных домов, которые делают разные устройства, разные шлюзы. Может быть, вообще на эту тему не думают. И если, например, создавать на базе какого-то шлюза, например, от Xiaomi или от Tuya, или еще какого-то другого, то, конечно, основная проблема заключается в том, что они все привязаны к какому-то аккаунту, и, в принципе, производителям, этим вендорам без разницы, это будет электронная почта у многих, либо это будет какой-то номер телефона, то в целом получается, что я все равно не могу взять и передать этот аккаунт новому хозяину. И получается, что можно, конечно, завести, например, какой-то специальный аккаунт, например, там квартира такая-то, номер или дом такой-то номер, и просто этот аккаунт передать этому новому владельцу, и он просто поменяет пароль. Но на самом деле сейчас многие аккаунты, они делают там двухфакторную аутентификацию и с использованием номера телефона, и что будет довольно сложно переключить и реально отвязать этот аккаунт от прежнего владельца. В общем, какая-то полная засада, и дальше я пытался рассматривать разные варианты, двигаться в сторону каких-то либо локальных шлюзов, либо, допустим, делать на мини-ПК. Но локальные шлюзы есть варианты. У меня, например, используется это перепрошитый шлюз от Xiaomi, который, в принципе, тоже при продаже можно оставить. На нем установлен Home Assistant, и можно, в принципе, все к нему привязать. И даже, в принципе, поскольку он ни к чему не привязан никаким внешним аккаунтом, это просто локальный логин и пароль на этом шлюзе, то, в принципе, новый хозяин вполне может и разобраться, как он работает, и даже, в принципе, либо пользоваться, пока это все будет работать, либо даже небольшими усилиями может взять и чего-то там переделать. Но, по крайней мере, первое время это будет работать, все лампочки будут включаться, все реле там отрабатывать, поэтому такое решение тоже неплохое. Есть готовые шлюзы, тоже в интернете можно найти, в которых либо в этом шлюзе Xiaomi заменена плата, либо в каком-то другом шлюзе фирменном тоже можно там менять плату, и фактически это можно использовать как универсальный локальный шлюз. Ну, либо просто продается в отдельном корпусе такой шлюз, в принципе, стоит не дороже фирменного, но, опять же, не очень понятно, сколько этот шлюз будет поддерживаться, как он будет работать, какая его производительность. То есть в какой-то момент времени просто может не хватить его ресурсов для того, чтобы сделать нормальную систему умного дома. Ну и в основном все эти шлюзы рассчитаны на работу по протоколу Zigbee. Некоторые могут поддерживать и Bluetooth, но все-таки основным протоколом является Zigbee. Подключаются они по Wi-Fi к сети, поэтому, большинство из них, поэтому, в принципе, любой роутер подойдет, и небольшими настройками можно будет переподключить.
этот шлюз к новому роутеру, если, например, не оставлять роутер, допустим, в этой квартире. Ну и проблема возникает, конечно, с датчиками, что делать с ними. То есть понятно, что все датчики и какие-то устройства, которые работают по Zigbee, можно привязать к этому шлюзу. Ну, конечно, не все устройства поддерживаются версией системы умного дома, которая установлена на шлюзе. То есть может быть так оказаться, что некоторые устройства либо работают не в полном объеме, тогда нужно будет придумывать или делать какие-то скрипты. Ну и сами шлюзы, у них мало памяти и небольшие возможности, то есть там все интеграции не сделать. И, например, там сложно будет привязать, например, устройства какие-то другие, например, с каких-то внешних аккаунтов. И понятно, что если использовать какие-то Wi-Fi устройства, то они также будут привязаны к какому-то внешнему сервису, например, Tuya или Xiaomi, и их даже если интегрировать с этим шлюзом, то все равно нужно будет решать проблему, как их отвязать от аккаунта и как этот аккаунт или эти устройства переподключить, допустим, уже к аккаунту нового хозяина. Ну и все устройства, которые будут подключены, конечно, желательно будет тоже их подарить или, наверное, подарить новому владельцу. У меня используются, например, дешевые устройства. Это выключатели, работающие по Zigbee, не очень дорогие, около 1000 рублей стоят. И разные датчики, открытие дверей, которые тоже оторвать, наверное, будет довольно сложно. И если, допустим, какая-то логика включения света используется от этих датчиков, то ломать систему, наверное, тоже не стоит. Поэтому тоже этот датчик придется подарить. Ну и если использовать какие-то более дорогие решения, например, использовать устройство, например, от Legrand или других фирм, которые стоят очень дорого, там один выключатель 5000 стоит, тут уже просто так подарить, наверное, будет как-то жалко, и нужно будет обсуждать, может быть, действительно проще снять их и продать без них. Либо все-таки, чтобы как-то они были оплачены. Особенно если выключателей много, и используются и проводные, и беспроводные, и еще может использоваться также и какие-то шлюзы дополнительные от этих устройств, или реле, которые тоже встроены где-то, могут быть. И вроде как даже может цена быть очень большой, и просто так подарить уже не получится. Ну и всякие варианты типа светодиодных лент, конечно, их вообще нет смысла снимать и демонтировать и забирать, потому что, во-первых, они очень плохо отклеиваются, если не приклеены действительно на тот скотч, который идет в комплекте. Ну и в основном, конечно, они все куда-то смонтированы и провода для подключения самих драйверов, и ленты могут быть отрезаны по месту, и, соответственно, куда-то их потом применить тоже будет уже невозможно. Поэтому эти ленты, скорее всего, тоже останутся. Но и в целом, когда я использую какие-то устройства, нужно все равно будет смотреть. Например, я их приклеиваю к мебели, которую я потом заберу, или все-таки, если это устройство, допустим, беспроводной выключатель, который управляет реле, желательно оставить, лучше его тогда монтировать не на мебель или какие-то вещи, которые будут забираться, а все-таки на стены. И, например, у меня просто я их монтирую, беспроводные выключатели, на подрозетники. Фактически у них есть у всех крепления для этого. Ну или просто можно приклеить или просто прикрутить к стене там, где это будет нужно. Тогда просто можно это вставить выключатель, и он будет продолжать работать, пока в нем там не сядет батарейка. Ну, батарейку заменить, в принципе, не так уж и сложно. Ну, наверное, лучшим решением вообще будет просто сразу предусматривать, если вообще сценарий продажи или сдачи в аренду рассматривается, то сделать так, чтобы система умного дома была разделена фактически на два контура. Это контур, который будет отчуждаться и продаваться, а второй контур это который можно демонтировать, например, всякие умные розетки,
какие-нибудь датчики движения, которые, в принципе, не обязательно приклеивать. И разные устройства, которые, в принципе, никак особо не влияют на функциональность самого умного дома. Ну, например, если это просто дом, конечно, там вообще есть и жизненно важные, так сказать, вещи, которые могут, допустим, управлять и котлом, и обогревом, и еще какими-то системами. Но, в принципе, если разделить на два контура, то, в принципе, будет довольно просто забрать те устройства, которые не сильно влияют на сам умный дом. Но тут возникает проблема, в принципе, как это все связать, и может оказаться, что интеграция этих двух контуров, двух систем будет не очень простой, будут большие задержки в работе, будут постоянные сбои в работе, и здесь нужно внимательно подходить. И, например, я до сих пор еще не закончил такое разделение. Ну, у меня пока такой особой цели нет, но я экспериментирую и все равно предусматриваю, чтобы я в какой-то момент времени мог не переделывать все кардинально, а просто отключить ту систему, которую я могу забрать, и оставить ту, которая очень нужна и уже будет именно обеспечивать работу всего умного дома.